Привет, дорогие друзья, дорогие гости канала и дорогие уже подписчики, которые часто приходят на мои расклады. С вами Ева. И сегодня на том же месте, в том же час я вернулась из поездки. И первым делом, что вы думаете, меня позвала колода мистических моментов, потому что вы оба, что он, что вы, просто кричите мне, вы в одно ухо, вы в другое. Вот я вам передаю образ. Вы говорите, ну где же ты? А он говорит, да я ищу тебя, я приду скоро, ну подожди. Вернее, не подожди, но я ищу тебя. Вот он так говорит. Я как бы не то, что я скоро приду, а я ищу тебя. Вот, мне идет вот такая фраза. А у вас фраза, боже, и карты, ну что-то вот. Я же говорю, что я приду к тебе, представляете, выпадает, что ну там, да, король жезлов. Представляете, а вот вы, а вы в ожидании, вы в своей ракушке, представляете, вот я же говорю, в одном ухе. И эти две карты выпали, вы представляете? Вот в одном ухе вы, в другом ухе вы. Вы меня сегодня, я только прилетела, понимаете, и вы сразу же меня взяли в оборот, на том же месте. Кстати, напишите в комментариях, где вам больше нравится смотреть расклады на нашем привычном с вами месте встречи или, может быть, в других локациях. Мне важно ваше мнение, что вы думаете. Я все читаю комментарии. Пишите всегда свои отклики. Ну что, сегодня начнем. Будем смотреть по традиционно два варианта. Мне вот пришло, что два потока, потому что кто-то более громкий из вас, и кто-то прям очень настойчиво кричит, а кто-то как бы так задумчиво думает. Ну, в общем, давайте настраиваться. Первый вариант, единички. Ой, сегодня такой расклад. Я же говорю, вы меня взяли в оборот. Вот просто. Оба причем. И в большей степени, кстати, он. Он хочет сегодня говорить. Сегодня будет его монолог. Давайте подключаться. Единички. Айприз, да. Ну, вы представляете, жрица выходит на мужчину, да? Ну, я же говорю, что он пока, как сказать, вот он в каких-то своих пока энергиях, дозревания, возможно, вы знаете, вот он тоже, как сказать, у него есть какое-то было представление, возможно, о женщине, какую женщину он ищет, кого он хочет, но что-то произошло в его жизни, какие-то очень глубокие события, глубинные события, какие-то серьезные вещи произошли в его жизни, что он реально задумался над том, а чего я хочу. У него произошло такое, знаете, немножко какая-то такая переоценка. Он думал, что он хочет одного, а начали происходить какие-то события или, может быть, встречи с какими-то женщинами, какие-то, может быть, знакомства у него, какие-то события жизни. И он понял, что я искал одного, я хотел одного, а тут он понял, что у него пошел глубинный какой-то процесс. Он вообще, у него такое-то, знаете, состояние у вашего мужчины, да, я же говорю, что поэтому не идет слово, что он придет, а слово, что он ищет. У него поиск и самого себя, что я хочу, и поиск как бы того человека, то есть как бы два в одном. Он ищет и свои ответы, и в то же время параллельно женщину. У него какая-то вообще колоссальная работа. Я же говорю, что он нагружен сейчас конкретно тем, что происходит в его жизни, потому что он, я же говорю, что он, видимо, много знаком сейчас, у него открытая энергия, так же, как и у вас сейчас. То есть вы в состоянии поиска. Когда человек в состоянии поиска, понимаете, его замечают, на него бросают взгляды, да, то есть обычно, когда женщина закрыта, она может надеться в самый яркий наряд, ее не заметят, но когда она действительно в открытом состоянии, в состоянии поиска, понимаете, у меня будет примагничивать. Так у него такое сейчас состояние поиска, да, как бы, и он примагничивает к себе, понимаете, вот, ну, скажем так, женщин, вот. Так, дальше погнали смотреть, что там еще с ним происходит. Ну, вот я говорю, что у него пятерка мечей, происходит процесс, то есть он, правда, он начал замечать каких-то, он еще и бывших своих переосмысливает, он переосмыслит, кого встречают, кто вокруг него, кто ему нужен. То есть у мужчины пошел процесс, которого он не ожидал. Он думал, что я сейчас женщину себе представлю, я пойду, как сказать, выйду в поле, а там куча поля, да, цветов и куча всяких, да, и он начал
понимать, что ему совершенно нужно по-другому воспринять эмоциональный уровень и любовь из отношения с женщинами. То есть у него происходит процесс переоценки своих истинных желаний и видения той женщины, которая ему нужна по жизни, которая ему нужна для любви. И вообще, кстати, мне вообще идет четверка мечей. Посмотрите, вот она у него, вот здесь эта карта, на самом деле очень она тяжелая, но здесь в этой колоде, вот он, понимаете, ему это даже это очень сложный для него процесс, но он для него радостный, потому что он понимает, что хорошо, что вот сейчас так происходят такие события, что я пойму, что мне совершенно другая женщина нужна, понимаете? Он, может быть, видел себе какой-то образ на травмах своих прошлых отношений, может быть, даже отчасти искал что-то противоположное, понимаете? А сейчас у него происходит такой момент, что он начал прозревать. Вот мне слово идет, как будто бы у него такое прозрение начинает происходить. И он сам от этого в шоке. Потому что это, знаете, вот как, грубо говоря, ты уже такой чемоданы собрал, в путь отправился, все уже, за любовью пошел в крестовый поход. А тут на полпути ты понял, что в чемодан ты положил не то, вообще не в то направление вышел, и вообще непонятно, что делать. Вот у него сейчас, вот видите, рыцарь кубков, да, то есть, понимаете, вот у него сейчас, ему нужно будет заново настраивать вот этот свой инструмент любви сердечный, то есть мужчина, как сегодня птички поют, просто, ему вот придется, вот птички сразу мне сейчас услышались, понимаете, ему придется прислушаться к себе, придется прислушаться к тому, что он хочет, и к тому, что он не хочет тоже. Понимаете, придется вообще понять, перестроить свое понимание о любви, понимаете? И здесь, причем, видите, здесь это женская фигура, хотя это паж кубков, да, потому что, я же говорю, что это о вас, то есть то, как он видел женщину своей спутницей, он понял, что он, почему-то идет слово, извиняюсь, я хочу заматериться, почему-то идет, он себе говорит, ну я вообще дурак, или там, ну почему мне другое слово придет на букву Л, здесь 3 букв, вы поняли, да? Плохое слово, я лох, он говорит себе, я нечестный, я не знаю, причем он про себя думает, он не вслух это говорит, ну типа он как бы говорит, ну вот я и дурак, и даже типа, видите, вот он, может быть, мужчина, который может в эмоциях говорить какие-то слова. Так он, я вот видите, говорю, и так он очень четкий, такой культурный человек, но в такие состояния эмоций он может какое-нибудь словечко сказать, причем не прям грязный мат, а просто вот такое эмоциональное. И он так вот сидит такой, думает, вот это я дурак, вот это я вообще лох, вот это я в крестовый поход за этим пошел, понимаете? А у него идет полное, я же говорю, у него идет полное разрушение того, что он думал себе до этого. Все, что он себе думал, передумал. Видите, прямо сегодня прям классная карта с этим работает. Все, что он себе думал, передумал, все не то, понимаете? Все как бы это... Ой, ну да, понимаете, нужно заново опять наполняться чувствами, опять переосмысливать все, отправляться в путь, опять смотреть уже на других женщин, как бы, понимаете, уже другой себе образ строить, понимаете, вот опять себе представлять пару какую-то другую. То есть у него как бы, знаете, в точку ноль опять ему опять выходит жрица, понимаете, ну, потому что, знаете, как занавес закрывается, занавес открывается, у него опять, вот у него такое прям, да, и это не просто про какие-то шаги, это про то, что происходит здесь на духовном уровне, понимаете, и в сердечной чакре у него там была у нас, да, паж кубков, и на уровне эмоций, менталки у него происходит конкретный такой перезагруз. Ну да, я говорю, у него абсолютный, по жезлов, у него абсолютный такой поиск нового себя, новых ситуаций, он как бы, знаете, вот это так, и куда теперь, и что? Ой, классно, интересно очень. Девочки, пишите, пожалуйста, в комментариях, резонирует вам или нет. Тоже, может быть, кто-то, у меня же тут все собрались очень чуткие, очень интуитивные женщины. Потому что я вот чувствую, что у вас тоже, кстати, вот вы же не просто так смотрите на него, потому что вы же 2 половинки, это ваш человек. И у вас тоже отчасти сейчас происходит такой процесс. Возможно, вы начали замечать взгляды мужчин, знакомства, и вы начали понимать, что, о боже, я вот раньше на такое засматривалась. О, no, вот у вас такое какое-то будет. А вы почему-то мне тут не матами, вы на английском говорите, не знаю, может быть,
иностранцы какие-то у вас в мыслях или знакомствах. Может быть, просто вы какие-то фильмы смотрите или какие-то слова сейчас вырезали. Ну, в общем, у вас просто какая-то такая эмоция, как бы у вас. Ну вот, видите, потому что я же говорю, что вы тоже начали переоценивать вообще, чего вы хотите, свои мечты, своего мужчину. То есть у вас, ну, правда, мне напишите в комментариях, что у вас сейчас происходит, мне это очень интересно понять вообще, насколько вам резонирует расклад. Вот. И, кстати говоря, у меня иногда в комментариях пишут, ну, как, вот посмотрели расклад, но как конкретно-то встреча произойдет, да, как он будет меня искать, вот у меня спрашивают, а как у меня-то будет происходить эта встреча, знакомство с мужчиной, девочки, ну, это же общий расклад, я могу сказать общие тенденции, считывать общую энергию, приходите ко мне на индивидуальные консультации, за час вы узнаете о себе то, что даже вы же могли и догадывались, и не догадывались, и получите советы, и я вам расскажу все, что на самом деле происходит с вами. Самое главное, поговорим о вашем мужчине и почему у вас встречи не происходит. Поэтому приходите на личный за такими деталями. Ну, на общем раскладе, это же понимаете, это невозможно. Я могу просканировать человека, ну, за секунды. Мне это достаточно быстро для меня. Я мастер, я уже 20 лет почти работаю с людьми. А 15 лет уже работаю в общественном пространстве, именно на консультациях. Вот. Император, понимаете, вот мужчина, я же говорю, что у мужчины сейчас идет вообще, вот у него идет пересмотр своей жизни, кстати. Он еще, знаете, вот у него еще начался такой момент интересный, вот он, так как он начал пересматривать, какая ему женщина нужна, это у него такой вопрос появился вообще. Он и начал параллельно с этим и свою жизнь пересматривать. Понимаете, это все одно зацепило за другим. А где мы будем жить, а чем я буду заниматься, а чем я буду ее там, не знаю, там баловать, куда буду ее возить, чем мы будем заниматься, вот, какие у нас планы на жизнь. То есть вот у тех, кто мужчина еще не пришел, понимаете, и вы гадаете, где же он там вообще свою жизнь заново пытается перестроить, потому что он в шоках. Он в шоках просто, я же говорю, я другого слова не могу найти. Он прозрел. У него прям глаза вот так вот, как 5 копеек, понимаете? Королева кубков. А это вы. А вы как бы сидите такая и думаете, а я тут полна чувств, у меня столько эмоций, у вас даже уже к нему уже такие претензии пошли, понимаете, внутренние. Даже не у вас не к Богу, не к миру, а к нему. У вас вы еще его не встретили, но у вас к нему уже есть эти претензии, как бы ожидания. Ну, как бы, где ты? Ну, в смысле, я тут уже красивая, уже жду. Я тут вся наготове, вся горяченькая, тепленькая. А где ты? Где ты? Мое прекрасное юное тело, сколько бы вам ни было лет, вы так себя думаете, моя красота не вечна, иди ко мне скорее. Это вот вы такая. Я не знаю, единички. И вы сегодня веселый, и он веселый, вы меня насмешили. Девятка кубков. Ну, понимаете, ну вы оба готовы к любви, я же говорю, оба мне кричали равноценно в оба уха. Один говорит, я иду, я приду, я ищу, а другая говорит, ну сколько можно, я уже все, я заждалась, понимаете. Но у обоих огромный запрос на любовь, на отношения, на близость, понимаете. Вот это вот сейчас происходит у вас обоих. Да, очень классно. Ну давайте еще посмотрим, последнюю карту для вас вытягиваем. Единички, посмотрим, что там еще происходит. Ну, карта башни, интересно. Вот я же говорю, что на самом деле вот этот момент сейчас весело-весело, на самом деле тяжеловато с обоих сторон, что ему, что вам, потому что вы действительно устали ждать, вы долго ждете, вы хотите уже прям близости, любви, вам хочется делиться, у вас полнота чувств есть, да, нам тут показывали там, да, королева кубков у вас, и вы как бы, ну вот вы уже, вам куда-то, вы знаете, вот у вас распирает, потому что вы чувствуете, что это где-то рядом в вашем поле, и как будто бы все готово, но что-то чуть-чуть не происходит, да. И у него тоже такое состояние, что вот я уже вроде как настроился, вышел в крестовый поход, да, к своей женщине, грубо говоря, да, вот посыл такой отправил в мир, да, а тут на полпути я понял, что что-то не то, понимаете? Очень интересно получается сегодня такое, опять королевка кубков выходит, то вы, то он, понимаете, а вот у вас состояние, что вы, конечно, подождете, но я смотрю, что вы сейчас не будете упускать, вы будете всех мужчин, которые к вам подходят, и правильно, и принимайте любые ухаживания, принимайте любое внимание, раскачивайте свою женскую энергию, и правильно, вот и супер, понимаете, и супер.
Вот не сидите так, не ждите, да, что вот он придет. Живите жизнь, наслаждайтесь, ходите на свидания, путешествуйте, ходите в кино, ходите в парки, ходите в кафе. Сейчас хорошая погода, начинается лето, неважно, в какое время года вы смотрите расклад, найдите себе классную компанию, ходите, не сидите в таком состоянии и не ждите чуда, понимаете? Нам показывают, что не надо его ждать. Вам нужно продолжать наслаждаться жизнью и поддерживать свою как бы энергетику, энергию как бы в классном состоянии. Вот такой сегодня очень классный расклад. Ну, видите, я же говорю, не сидите дома, выходите на люди, общайтесь, ходите на какие-то свидания, на какие-то знакомства, на кофе, куда бы вас ни позвали, идите обязательно. Вот, единички. Ну, видите, вот я же говорю, закончим для вас карта девятка кубков. То есть, понимаете, для вас совет, дорогие единички. Продолжайте раскачивать свою женскую энергию, потому что это примагнитит его. Будьте заметны через те вибрации, те как бы феромоны женской энергии, которые вы будете излучать. Почему-то мне сегодня именно это слово пришло. То есть вы будете какая-то такая, знаете, вот такая манкая, сладкая, пахнущая, понимаете? Такой кайфовой энергией наслаждения. Вот это вот вы должны быть такой. Вот такой вот сегодня первый вариант. Классно. Сейчас еще вам последнюю карту вытащим, карту совета. Вот, единички. И я хочу вам напомнить, что, во-первых, вы можете ко мне прийти, правда, за личным раскладом. Это очень, поверьте, вам очень понравится. И вы поймете, что вы, скажем так, за буквально долгое время мучились каким-то вопросом, буквально за короткое время, там, за один день у вас перевернется все, и вы найдете ответы на все свои вопросы. Поэтому обращайтесь, я, правда, достаточно сильный человек и могу очень многие вещи легко и быстро посмотреть для вас. Помочь вам найти ответы на ваши вопросы. Вот. Также, если вам хочется меня отблагодарить за расклады, которые вы смотрите, и вы чувствуете, что какой-то должен быть обмен за этот процесс, вы можете нажать кнопочку Thanks, или вы можете Membership подписать. Вот. Кстати говоря, в третьем Membership, там 3 ступени, есть, кстати говоря, как раз включена уже консультация. Поэтому, если вам это интересно, подписывайтесь. Да, ну вот умеренность, понимаете, вот снова приходит совет к вам один и тот же. Сохраняйте баланс, сохраняйте гармонию, единички. То есть оставайтесь вот в этом состоянии своей женской энергии, не давите ситуацию, не злитесь на то, что не приходит. Понимаете, наслаждайтесь процессом, наслаждайтесь, понимаете, вот многие женщины, которые, знаете, такая шутка, что многие женщины, которые замужем, с радостью вспоминают свои времена, когда они еще только ждали, да, свою любовь, потому что вот это ощущение ожидания, еще есть свобода, но уже внутри такая большая любовь готова, да, то есть это очень классный период в жизни, и берите от него максимум, наслаждайтесь, ну, как бы не смотрите на это как на проблему, а смотрите на это как на возможность, вот такой вот у нас сегодня для единичек расклад. Ну что, двоечки, давайте переключаться к вам, смотреть, что у вас там происходит, что у вас там за мужчина. А здесь у двоечек больше вы мне кричите, чем мужчина. Он вот так вот сидит, он там что-то за голову держит, а сейчас посмотрим. Да, вы полна эмоций, тоже видите, вот я повторюсь, в моих раскладах это единый поток. Всегда выходят одни и те же карты, как бы я ни мешала колоду. Варианты, кто-то выбирает, вам очень советую выбирать один вариант, но второй вариант слушать, в нем могут быть подсказки. Какая-то, знаете, вторая часть, вторая как бы сторона медали вашей жизни или вашей личности. Поэтому смотрите всегда оба варианта. Правда, у меня единый поток. Поэтому вот это про вас, понимаете, здесь у двоечек больше будете говорить сегодня вы мне, потому что мужчина в каком-то состоянии молчания, он озадачен. И вообще, вот мне кажется, что он как будто бы он собирался любовь, я же говорю, он озадачен. Одни и те же карты, вот двоечки, пожалуйста, посмотрите второй вариант и перейдите, посмотрите первый вариант, и вы поймете. Значит, четверка мечей, понимаете, у мужчины, вот мне сразу идет, что вот он как будто бы, вот он сидит, он решает какие-то проблемы. У него головняк, вот у меня прям слово такое идет, у него проблемы. Он прям вот, я даже не могу писать, вот он так сидит или он так держит голову. Может быть, когда вы познакомитесь, вы увидите, что человек так часто делает. Он держится за голову. То есть у него навалилась такая куча проблем, то есть он как бы собирался, понимаете, уже идти как бы в бой, строить отношения, искать любовь. Вот у него такая куча проблем навалилась.
Ему сейчас как бы не то, что не до любви, ему вообще ни до чего. Ему кофе выпить негде, понимаете? У него столько, шестерка мечей, у него столько сейчас задач, ему столько проблем нужно решить, у него столько вопросов поднялось. Это, кстати, не просто так. Видите, вот человек, он, видимо, выразил намерение тоже встречи, да, подсознательно как бы он хочет такой встречи. И тут же ему Вселенная начала посылать какие-то испытания, какие-то вопросы, видимо, через эти докрутки, через эти ситуации, одни и те же карты, ну, как обычно, поток. Поэтому кто-то мне писал в комментариях, что, типа, какой вам смысл делать два варианта? Что-то в этом духе. Так, типа, никто уже не делает. Девочки, мне искренне все равно, кто как что делает. Я буду делать так, как мне показывает для вас поток. Я здесь для вас, работаю для вас, поэтому... как бы, ну, вот, как бы я услышала вас, я понимаю, что, может быть, кому-то это не резонирует, но, еще раз повторю, у меня единый поток, варианты достаточно условны. И если кто уже смотрит мои расклады не первый раз, знает, что у меня практически, ну, не знаю, там в половине раскладов выходят одни же и те же карты. Это, знаете, вот как я абсолютно с разных углов рассказываю историю, но карты выходят очень, как бы, похожие, да, но они говорят немножко про разные вещи. Так вот, у мужчины, понимаете, у него состояние, что ему сейчас нужно, ему нужно вообще как бы с фундамента свою жизнь как бы перестроить, понимаете? Ему очень многие вещи нужно переосмыслить. Поэтому сегодня второй вариант двоечки, понимаете, вот вы как бы вы сейчас будете говорить мне много, а он в решении своих проблем. Он в решении своих проблем, опять выходит десятка жезлов, понимаете, ему нужно много чего сделать. Его сейчас Вселенная подталкивает к таким ситуациям, чтобы он докрутил себя, свою жизнь, подготовился к встрече. То есть он думал, я готов, а тут начали происходить в жизни такие ситуации, что он понял, что ни он не готов, ни его жизнь не готова, ни его ситуация не готова. Ему много чего надо сделать, и ему хочется это сделать. Поэтому он сидит вот так вот, да, и думает, и как бы, вот очень похоже, как у единичек, но немножко другая ситуация. Вот он думает, если там было у единичек, да, что получается, я уже забыла. Видите, я когда выхожу из энергии, сразу же забываю. Поэтому я как бы очень хорошо, кстати, вот именно в плане консультации, я человек, которому можно рассказать все, что угодно на консультации, потому что уже через час, потому что я нахожусь в этот момент в потоке, подключаюсь к вам, я вообще ничего не буду помнить, о чем мы говорили. Ну, так, в общих чертах, но детали я не буду помнить. Понимаете, вот здесь по дьяволу, я же говорю, что вот у него сейчас такое состояние, вот он... у него просто разрушился мир, его установки, по работе какие-то проблемы, с бизнесом, с друзьями, с людьми. У него как будто бы со всех сторон пошел какой-то, понимаете, вот, ну, какое-то разрушение, причем, знаете, такое, какие-то вещи, где он должен, как сказать, вот с самого нуля. Сейчас немножко мне жарко. Видите, на солнце уже очень жарковато сидеть. Сейчас я сбилась. Тоже, кстати, не просто так это все произошло. Я же говорю, вот это вот его состояние. Вот. Это вот хорошо, что сейчас вдруг включился кондиционер, ни с того ни с сего. И это очень важно. Вот как вы меня сейчас видите, эту эмоцию растерянности. Вот так вот, блин, непонятно за что хвататься, что вообще происходит, что делать. То есть у него состояние, как бы, понимаете, вот тишина, вот, абсолютно же говорю, он молчит. Вот, и я тоже, я в раскладе сейчас потерялась, он потерянный, и я потерялась. Я забыла, где мы были, о чем говорили, я отвлеклась. То есть он как бы шел, знаете, как вот тоже шел в отношения, а тут начало в жизни происходить такие какие-то события, что он просто как бы вот он замер. Ему не до отношений, у него тут вокруг столько всего происходит, у каждого, ну, мужчин разные. Если вы хотите посмотреть вашего, еще раз говорю, что ну, на общем раскладе это невозможно. Вот он сидит, и вот у него такое состояние. По разным причинам. У кого-то из-за работы, у кого-то заболел, у кого-то еще что-то. Но мне почему-то идет больше всего именно какие-то рабочие дела. Потому что его это захватывает. Вот он прям так брови сдвигает. И он не злится, он просто очень сосредоточен. Он очень сосредоточен, и он как будто бы закрылся от всего мира. Вот он вот так вот, понимаете, чтобы ничего не отвлекало. Ему нужно порешать очень важные вопросы. Поэтому он ушел в себя. Ну, в общем, он молчит, давайте не будем. Я же говорю, что вот он
Он ушел в себя, у него куча вопросов, да, 7 мечей, ему нужно уйти в себя, свои как бы все сейчас, вот даже видите, вот так, как он, здесь эта карта, как оракул сработала, вот так же, как он держит это яйцо здесь, так же, причем здесь, видите, здесь это женская карта, но она, понимаете, вот как сказать, он как высиживает яйца, высиживает яйца, как курица, ну то есть ему, вот в прямом смысле, вот он, знаете, вот он сидит, держит эту ситуацию, вот лучше, чем эта карта бы ничего не показала. Ладно, дальше, дорогие мои, давайте смотреть, что дальше происходит. Ну, давайте говорить о вас, потому что вы в состоянии сейчас игривом, эмоциональном, вы очень сейчас разговорчивы, вот такая, вот вы пишите мне, насколько вы себя узнаете сейчас, вот, и вы сейчас, понимаете, вот сейчас хозяин положения и ситуации жизни, вы, а не он, понимаете. Причем, кстати говоря, я только сейчас заметила, что здесь для меня вот эта карта императора, это женщина, понимаете, я вот именно на этой колоде, посмотрите, близко вам предложу, это женщина, видите, у нее косы, это женское лицо. Так вот, вы сейчас император, вот вы сейчас в этом положении энергии, сейчас больше всего контролирует положение вещей, это вы. Потому что вы все свои вопросы порешали, у вас все классно, вы как бы вообще такая на подъеме. Вы, конечно, как бы, причем как бы не так, как у единчик, вы не говорите, ну где же ты, вы не сильно страдаете по этому поводу, вы как бы, у вас эти страдания уже позади, понимаете, я же говорю, что у вас были очень много, вы этап переживания, ну где же мужчина, ну что, почему не происходит, я одна, вот у вас это, понимаете, у вас это уже в прошлом, вы вот это уже прошли, а у него сейчас такое состояние сейчас. Поэтому вы должны его понять и простить. Мне идет 2 пентаклей. Я же говорю, что вы как 2 стороны одной медали, у одного состояния и другое, вы связаны, вы как сообщающиеся сосуды. Там прибыло, там убыло, понимаете? Вот оно так мне сейчас идет. И у вас сейчас прибыло, вы уже все свои вопросы порешали, вы готовы идти вперед. Одни и те же карты выходят, двоечки, обязательно посмотрите первый вариант, вам там много будет подсказок. Здесь, видите, 8 кубков, и вы время не теряете, вы сейчас делаете свои дела, вы развлекаетесь, вы наслаждаетесь жизнью, и, может быть, вы даже сейчас в том моменте, что вы думаете, а надо бы жить еще полнее, надо жить еще интереснее, надо жить еще насыщеннее, вы даже сейчас на какой-то момент думаете, что ну, у меня сейчас такая классная жизнь нарисовывается, что как-то сейчас даже и не до мужчины, вы даже на такие моменты у вас могут проскакивать. И это не просто так, потому что у него там, видите, вот этот вот, как он, головняк, мне идет слово, у него там траблы, проблемы у него, понимаете. Вот он сейчас, 4 пентаклей, он сейчас зажат обстоятельствами, он держит свои денежки, в том числе при себе. Я же говорю, там что-то связано с бизнесом. Возможно, бизнес пошел в просадку или что-то там такое происходит. Так, сегодня как-то свет, вот видите, вот солнечные дни начинаются. Или я, или пейзаж. Ну, вот я, извиняюсь, чтобы вы меня видели, чтобы вы видели карты. Очень солнечные дни начинаются. Дорогие мои, 5 мечей. На самом деле, вот эта карта, она сработает здесь, понимаете, вот 5 мечей. И как оракул, понимаете, но здесь вы отдельно, вы здесь не вместе. Вы отдельно, вы в цветах, я же говорю, вы в цвет, ваша жизнь уже, у вас был процесс разрушения, страдания, переживания, но вы уже из него вышли, ну, больше, чем наполовину вы вышли, понимаете, из этого процесса. А у него этот процесс только начался. Он сейчас только начал понимать, что для того, чтобы получить то, что он хочет, ему нужно будет в жизни, то есть он даже он пока не понял. Его жизнь уже поставила в такие обстоятельства, он пока не понял. Вот мне идет, что он пока не понял. Давайте, да, он пока не понял, он пока просто в офигевании, что происходит в его жизни. Почему я хотел хорошего, а случились проблемы. Понимаете, паучок тут же прилетел. А он еще пока не понял, что это потому, что он большую заявку на любовь отправил. Понимаете? Одни и те же карты, дорогие друзья. Ну, единый поток, понимаете, сегодня. Единый поток. И умеренность, да, видите, вот он у вас, вы пока еще, вы уже нашли, понимаете, свой как бы, ой, я не тут показываю зеркально, вы уже нашли свой процесс, понимаете, вы уже
готов выпорхнуть, а он пока, понимаете, он пока сидит в состоянии ожидания, поэтому вот вы с ним связаны, я же говорю, вот даже здесь, видите, вот как, вы как сообщающие сосуды, здесь карта умеренности, она именно такая, вы как сообщающие сосуды, вы связаны, и то, что происходит в его жизни, хотя вы еще не встретились, и в вашей жизни, это синхронно происходит, это взаимосвязано. Рыцарь Пентаклей. Ну, он сейчас порешает свои финансовые вопросы и вообще все свои бытовые жизненные вопросы, и он выдвинется к вам навстречу. Он снова пойдет в свой крестовый поход, понимаете? Не зря сегодня мне пришла эта фраза, вот крестовый поход, вот он соберет своего коня, запряжет его, и он двинется в сторону любви и счастья однозначно. Так, двоечки, ну давайте посмотрим вам совет. Четверка Пентаклей. Это еще про него я не договорила, да, сейчас я договорю, снова эта карта выходит, да. Почему она выходит снова? Потому что, и она, кстати говоря, здесь в женском обличии, да, потому что он, понимаете, может быть, он сейчас просто прикинул, что те финансы, которые у него сейчас есть, ему нужно деньги не зарабатывать, деньги нужно не тратить, как бы, да, потому что, ну, женщина, это расходы, эти ухаживания и так далее, да, знакомства. Он понял, что ему нужно еще подкопить, ему нужно еще поработать, ему еще нужно сделать какие-то дела. То есть у него включился процесс, что ему нужно немножечко, как бы, знаете, вот как-то, отражается на мне, что ему нужно какие-то, знаете, еще вот вопросы подзакрыть, подкопить немножечко, причем что жизненных энергий, что финансов. Поэтому у него, вы должны понимать, что вы, видимо, тоже докручиваете мужчину, и вы хотите мужчину, чтобы был и состоятельный, и денежный, и так далее. И Вселенная сейчас будет на это реагировать, понимаете? Паж жезлов. Паж жезлов, ну вот это уже совет идет вам, понимаете? То есть вам тоже советуют, что немножко еще стоит, может быть, вам еще докрутить какие-то свои, понимаете? Вот мне идет, что ваши мечталки о мужчине, да, настройки. Вам нужно настройки немножечко еще прикрутить свои. То есть что-то в том, что вы хотите, чтобы было в мужчине, что вы мечтаете о мужчине, да. Вот это как бы вам нужно докрутить. Присмотреться к этому еще раз, заглянуть в это еще раз. Потому что вы как будто бы для себя внутренне решили, что все, вот у меня идет, что вы как будто бы все уже решили, я готова, ждем мужчину. А нам показывают, что вам нужно... Это карта, с которой мы начинали расклад у единичек. Двоечки, пожалуйста, пересмотрите первый вариант. Вот сейчас мы закончим с вами, по тайм-коду вернитесь, вам это будет очень полезно. Так вот, понимаете, видите, такая же тоже выходит карта жрица. Нам показывают, что вам еще есть что доработать, что осознать, что пересмотреть именно в плане отношений и те мужчины, которые вам нужны. Возможно, другие мои расклады на канале вам дадут какие-то подсказки. Посмотрите, у меня много на эту тему есть, да, что мешает встрече и так далее. То есть я смотрела такие вещи, да, мужчина не идет, почему и так далее. Вот. Очень интересный сегодня расклад. Ну, да, я говорю, что вы, в принципе, уже в позиции силы, вы уже все порешали, но нам показывают, что есть еще какие-то маленькие нюансики, которые вы можете еще, скажем так, улучшить и доработать, пока там у мужчины решает какие-то свои такие проблемы. Вот, да, ну, понимаете, вот у него сейчас проблема, у него, конечно, сейчас такое состояние сейчас у мужчины непростое, не позавидуешь. Тяжеловато ему сейчас, у него навалилось, как будто бы, знаете, вот в один день. У него вчера как будто бы солнце ясное светило, а в один день у него как будто бы гром грянул, и ему просто он как бы ошалел. И он сидит вот это. Он пока ничего не делает, он пока просто сидит вот это и думает, господи, что происходит? Как-то так. Так. Даже говорю, ну у него там просто, он пытается вообще как-то держать эту ситуацию. Вот, ну в общем... Хороший сегодня расклад, девочки, надеюсь, он вам был полезен. Сейчас посмотрим еще карту совета для обоих вариантов по традиции. Сейчас хорошенько я перемешаю. Для обоих вариантов посмотрим совет. Еще раз повторюсь, что
Если вы хотите прийти ко мне на консультацию, и, допустим, у вас нет возможности как-то перевести или что там, да, у вас есть возможность оформить подписку, membership, да, спонсорство, или как оно называется на вашем языке, на YouTube-канале, и там раз в месяц вы будете регулярно связываться со мной в Телеграме, и я буду делать для вас на разные темы, которые будут вам актуальны в тот момент. Это очень удобно, это, знаете, как такая Ева по подписке. У вас раз в месяц буду я, там, в любой день, который вы решите, раз в месяц мы с вами будем договариваться, и в этот день я буду работать с вами и разбирать вашу ситуацию. Это очень удобно, я считаю. Такая. Мы часто оформляем подписки на какие-то там, на тот же YouTube, на оплату мобильной связи. Вот у вас есть возможность иметь такого личного карманного помощника в лице ясновидящей Евы. Вот. Давайте смотреть. Да, семерка жезлов, вам совет, понимаете? Ну вот вам обоим не сидится на месте, что ему, что вам. Поэтому вы, конечно, понимаете, поэтому смотрите этот расклад, потому что чувствуете, что вот уже как бы, ну вот уже в предвкушении надо что-то двигаться. Он сейчас будет стены двигать, понимаете, мужчина. А вам нужно еще, как бы, знаете, немножко эмоционально себя, ну, понимаете, вот у него сейчас состояние, правда, я же говорю, вот не зря, что голова болит, у него куча проблем, масса проблем. Вот у него такое вот состояние, понимаете. А вам нужно с пониманием, что человек придет в нужный момент, в нужное время, понимаете? Вам нужно, опять эта карта выходит, продолжать наслаждаться жизнью, понимаете? Идти тем же путем, который вы двигались. Там показывают, что вы все делаете правильно. Сегодня что женщины, да, понимаете, и мужчины. Вот вы все делаете правильно. Что бы вы ни делали, продолжайте это делать, понимаете? Вы все делаете как надо для этой встречи. Ну, вот видите, опять эта карта выходит умеренность, понимаете? Вы уже выпорхнули из этого процесса подготовки, а он в этом процессе подготовки еще пока находится. Вот такой вот сегодня расклад, очень интересный, эмоциональный, как обычно, потому что, я же говорю, вот я вернулась домой из поездки, и с утра первым делом на следующий день вы мне тут кричите, и он тут кричит. И все, и давайте, пожалуйста, на колоде мистических моментов, Ева, пожалуйста, приближай нашу мечту. Так вот, я приближаю вашу мечту, желаю, чтобы ваша встреча состоялась в нужное время, в нужном месте, да, и самым благоприятным для вас образом. Вот. Подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеться снова. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Пишите в комментариях хотя бы сердечко, чтобы я увидела, что вы... Если вы не хотите писать долгие сообщения, или вы стесняетесь, хотя бы одно сердечко, напишите в комментариях. Мне это будет очень важно, очень приятно. Вот. Но если вы хотите отблагодарить меня за расклад, вы знаете, как это сделать. Ну что, мы увидимся с вами на новых видео. Если вам хочется посмотреть какую-то именно тему на общем раскладе, тоже не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ну, с вами была Ева. Я ясновидящая, таролог, мастер рейки, целитель. И я всегда рада здесь для вас проводить светлой энергии и светлый поток.